Сестренка, чё такая кислая? Дай угадаю. Не можешь парня себе выбрать? Я всегда рада тебе помочь. В общем, смотри. Вон тот, симпатичный здоровяк, сейчас без подруги. Как я знаю, они расстались. И уверена, что он не против замутить с такой красоткой, как ты. Кстати, я пару раз была с ним, ну, ты понимаешь. И в постели он очень неплох. Так что рекомендую. Хороший кекс– лучшее лекарство от депрессии. У меня как настрой в минус падает, я прыгаю в постель с каким-нибудь мачо. Бека, мои родители, ну те люди, к которым ты меня привела, я не верю, что это они. Это какие-то чужие мне люди. Да забей, подруга! Ты хотела видеть предков? Ну вот, и посмотрела. Извини, что пришлось тебя разочаровать. Я давно уже не обращаю внимания на эту алкашню. Давай жить своей жизнью. Мы сестры и должны держаться вместе. Вдвоем мы перевернем этот мир, поставим его раком и... Вот же сучка! Возле моего парня трется! Сейчас я этой мочалке устрою беспредельный сиськотряс! Бека, они просто разговаривают, ничего такого. Просто разговаривают? Эта выдра знает, что мне нравится Кристофер, и еще смеет перед ним крутиться! Бека, пожалуйста, не надо, я тебя прошу. Запомни, в этой жизни нужно уметь скалить зубы и не позволять всяким шалавам даже думать о том, что они могут забрать что-то твое. Но ведь этот парень не вещь, о которой можно так говорить. На самом деле мне плевать на этого придурка Криса. Он хоть и симпатичный, но у него мозгов, как у гусеницы. Но тот, кто посягнул на мое, должен заплатить за это дорогую цену. Адель шалава, Арни мудак, Брэд водила, Вик должна денег, Грэм кривозуб, Зак туса, Итан большой Х, Козел Хант, Каракатица Мэри, Кретин, Кортни Шмара, Лошок Тайлер, Лепрекон, Ма. Теперь у меня есть телефон. Только моя ли это мама? А что, если Бека вообще не моя сестра? Я была совсем ребенком, когда она появилась. Стала мне подругой. Только она очень странная. Мне даже страшно узнать правду. Простой телефонный звонок. Я пойму. Почувствую, близок ли мне человек, который подписан в телефоне Бекки просто Ма. Боже, как же бьется сердце. Уже поздно, но я не могу. Я не выдержу до утра. Я вас слушаю. Ну же, говорите, я вас слушаю. Мама, это я. Девушка, вы кто? Вы кому звоните? Вы чем-то сильно расстроены? Что у вас случилось? Успокойтесь. Вас кто-то обидел? Я могу вам чем-то помочь? Это я, твоя дочь, Хлоя. Алло, Хлоя? Доченька, это ты?
Мамочка, как долго я ждала этого момента. Я искала тебя все время. Хлоя, доченька, прости, что нам пришлось расстаться на эти годы, но я объясню, почему отдала тебя на воспитание Миранде. По крайней мере, постараюсь. Знаю, ты поймешь меня. Должна понять. Мама, мы были далеко, но я всегда чувствовала, что ты любишь меня. Это так, моя девочка, но моя любовь не только для тебя одной. У тебя есть сестра, и причина всего в ней. Да, я знаю. Я нашла тебя благодаря Бекке. Боже, неужели произошло то, чего я боялась больше всего? Она отыскала тебя. Мама, не волнуйся так. Все нормально. Бекка хорошая, хотя временами немного странная. Она заботится и помогает мне. Мы подруги. Хлоя, ты сильно ошибаешься насчет Бекки. Все это из-за нее. Как ты уже знаешь, Бекка твоя старшая сестра. Но она не просто странная. Она в буквальном смысле опасна для окружающих. Мы поняли это, когда она была еще ребенком. Ее детские шалости и проказы были просто ужасны. Бекка очень сильно хотела хомячка, и мы ей подарили его на день рождения. Через 5 минут она поджарила его в микроволновке и была очень довольна своим поступком. В детском саду она однажды побрила на лысо девочку, и это была не просто игра. Бекка заранее подготовилась, тащила у папы бритву, клейкую ленту, выбрала момент, примотала девочку скотчем к стулу. Воспитательница поздно заметила это. Потом твоя сестра сказала, что у той девочки были слишком красивые волосы, и ей захотелось превратить ее в уродину. Бекка творила такие гадости, что скоро нас ненавидели все окружающие. Она была не просто непослушным ребенком, а очень злым. Как-то она сказала соседу, что видела, как его жена целовалась в машине с другим мужчиной. Мне она объяснила, что просто хотела посмотреть на скандал. Все пакости твоей сестры были очень продуманы и невероятно жестоки. Просто гуляя по улице, она могла воткнуть гвоздь в колесо припаркованному автомобилю. Однажды она позвонила незнакомой маленькой девочке и убедила ее поджечь дом. Просто чудом никто не пострадал. Мы отвели ее к врачам, и после кучи тестов нам сказали, что у нее диссоциальное расстройство личности. Если говорить проще, она с самого детства игнорирует все нормы общества, и у нее просто нет понятия правил поведения. То есть Бекка полный псих? Да, Хлоя, у нее есть психические отклонения весьма серьезные, при этом она очень умная и хитрая. Она умело манипулирует другими людьми и использует их в своих целях. Она всегда добивается, чего пожелает. Почему Бекка стала такой? Врачи не знают. Какие-то отклонения, связанные с мозгом. Когда появилась ты, Бекка вначале обрадовалась, и нам казалось, что ты подрастешь, и вы поладите, станете близкими людьми, сестрами. Но Бекка не умеет любить. Она просто дьявол. Однажды, когда тебе было 3 годика, она подвела тебя к газовой плите и научила открывать газ. Я вовремя это заметила, и ничего страшного не произошло. Я отругала Бекку. Она не понимала, что подвергает твою жизнь опасности, обучая тебя таким вещам. Я боялась, что однажды я просто не смогу предотвратить неизбежное. И с тобой может что-нибудь случиться. Нужно было срочно что-то делать. Вы обе были моими дочерями. Я сильно любила вас. Но мне с твоим папой нужно было найти какое-то решение, чтобы защитить тебя. Мы долго спорили и, наконец, нашли выход, который позволял защитить нашу маленькую Хлою. Это было самое трудное решение в моей жизни. Сердце разрывалось на части, когда мы решили отдать тебя опекунше. Мама, а почему вы отдали меня, а не Бекку? Ведь она, как бы была такой сложной с самого детства. Понимаешь, доченька, мы любили это маленькое чудовище и надеялись, что она повзрослеет.
начнет вести себя нормально, и тогда мы сможем забрать тебя. К сожалению, этого не произошло. Подростком Бека была еще более ужасным, чем ребенком. Она была невероятно жестокой и расчетливой, связалась с дурной компанией, периодически попадала в полицию. При этом у нее хватало ума не совершать серьезные преступления, или же она просто умело скрывала это. Бека рано начала вести половую жизнь, и, как я знаю, она не ограничивалась только мужчинами. У нее полно подружек-лесбиянок. У нее нет авторитетов, и она живет в этом мире по своим жестоким законам. Мы с отцом предпринимали все меры предосторожности, чтобы она не узнала, где ты живешь. Но Бека очень хитрая, и она нашла тебя. А где папа? Что с ним? 2 года назад папы не стало. Он умер во сне от инфаркта. Хлоя, доченька, умоляю, держись подальше от своей сестры. Рада видеть, что семейка в сборе. Косточки мне, наверное, перемываете. Какая я ужасная, настоящая баба-яга. Хлоя, сестренка, теперь ты знаешь, какая я страшная. Так что бойся меня. Да ладно, шучу. Я тебя не обижу. Мы же подруги. Кстати, ты оценила мой ход с телефоном? Так что скажи спасибо, что я познакомила тебя с мамой. Теперь заживем вместе, дружной, счастливой семейкой. В этой истории я решила оставить открытый финал. Напишите свои предположения о том, как сложится жизнь героев сериала. Хотите ли вы увидеть отдельный сериал про жизнь и приключения нашей сумасшедшей Бекки? Если да, тогда давайте наберем 5000 лайков под этой серией. А также пишите в комментариях «Хочу сериал о Бекке». Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки, за то, что поддерживаете меня и мое творчество. Подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересного контента.